Annyeonghaseyo, меня зовут Марина Огнева, это канал «Поехали в Корею», и сегодня мы с вами попробуем сеул на кончике нашего языка, так что приготовьте нянку, будет вкусно. Мы поговорим про 15 топовых блюд, с чего стоит и нужно начать знакомство с Южной Кореей или обязательно их попробовать. Не забудьте подписаться на канал. Что не остро, то сладко, что не сладко, то маслянисто. Так можно описать корейскую кухню. К ней относятся по-разному, но ясно одно. Увидев, захочется попробовать. В Южной Корее царит культ еды. Один из вопросов, который корейцы часто задают друг другу, кстати, он раньше был приветствием, это: ты поел? Ел ли ты рис? Пойти в ресторан здесь это такой же вид досуга, как поход в кино. В Корее едят только в компании, поэтому часто порции просто огромные. Во время обеда или ужина принято делиться своим блюдом с другими и пробовать чужое. И неважно, перед вами стоит корейский кимчи-чиге или итальянская карбонара. В корейских ресторанах бесплатно вам подают панчан, то есть разносолы, закуски и салаты. И среди них обязательно будет кимчи и очень часто маринованная редька или ростки сои. Зависит от сезона года. Ко многим корейским блюдам бесплатно подают миску риса и питьевую воду. Да, за нее не нужно платить, поэтому кувшин с водой можно наполнять неоднократно. Кстати, что будет в самый раз после острой еды. И, кстати, в Корее не острое будет значить для вас в меру обжигающий язык. Ну, для того, кто не привык к местным пикантным блюдам. Так что, выбирая, например, жареную курочку в сеуле, а ее обязательно нужно здесь попробовать, помни о том, что в ней может быть чуть больше перца, чем ты мог себе представить. В корейских ресторанах едят плоскими металлическими палочками. Они не похожи на китайские или японские. И правила хорошего тона предписывают вам сложить эти палочки чистые после еды, точно так же, как они лежали до этого. Оставлять их грязными считается неприличным. И очень важно помнить, что нельзя втыкать палки в рис. Так делают только на похоронах, как подношение покойному. В этой стране уважение к старшим важно даже для столового этикета. Я об этом рассказывала уже в предыдущих видео про этикет, но немножко повторюсь. Поэтому помни, если ты будешь ужинать с корейцами, младшие садятся только тогда, когда старшие уже на своих местах. И чтобы уйти из-за стола, нужно подождать, пока старшие встанут. Счет чаще всего оплачивает самый старший за столом. Начнем мы наш топчик с фастфуда. И в Корее фастфуд это не бургеры, картошка фри, хотя их найти будет тоже легко. На улицах Сеула гораздо интереснее попробовать острые топоки. Это такие рисовые колбаски в соусе. Или сытный паджон. Это блинчики с зеленью и овощами. Бывает еще с морепродуктами, осторожно. Или, например, сладкие пунгопан. Это такие вафли рыбки с бобовой или кремовой начинкой. Цена на них довольно-таки низкая, примерно 1000–1500 вон. Зависит от района. Конечно, бывает дешевле, но это нужно уехать далеко из Сеула. Также я бы посоветовала вам попробовать раппоки. Это такой гибрид из рамена и топоки, без которых, в принципе, Сеул представить очень сложно. Первый, то есть рамен, считают здесь что типа лапшой быстрого приготовления, ну как у нас доширак. И то, и другое в Корее едят на каждом шагу. А вот раппоки это не столь очевидное блюдо. Так что гармоничное сочетание этих вкусов делает его must-try, который вы должны попробовать в Корее. Омук или оден из Японии пришедший, это тоже одно из самых популярных блюд. Это блинчик из рыбной муки, который нанизывают на палочку такого типа мини-шашлычка. На прилавках омук уже лежит чаще в стаканчиках или других емкостях с пряным бульончиком, вместе с которым его и продают. Это такой нехитрый перекус. Бульончик, чтобы он быстро не засох. И напоследок из фастфуда корейского я бы посоветовала вам хот-дог, или как его можно иначе назвать, варварский хлеб. Это сладкий горячий пирожок с начинкой из сахара, орехов и корицы. Кстати, он родом из Китая. Все это можно попробовать, все эти фастфуды, на Мёндоне, на Хонде. Хонде это район университета Хонник, поэтому там у вас будет подешевле, там все для студентов подешевле, где вы все это можете попробовать обязательно после 6 вечера. До 6 вечера не все будет продаваться, и в зависимости от сезона каких-то блюд может не быть, если там зима или лето. Но на Мёндоне будет чуточку дороже. Кстати, не забывайте торговаться. Самая классическая фраза на корейском это «какачусаё», сделайте мне, пожалуйста, скидку, то есть обрежьте цену. Особенно это уместно, если вы возьмете несколько чего-то сразу, то просите скидку. В корейской кухне немало блюд, но супы в ней занимают особенное место. Они бывают мясные, рыбные и овощные. И их едят каждый день, будь то чиге, это когда очень такой густой суп и много компонентов,
Кук – это когда чаще всего один компонент, и бульон – его главный состав. И тан – это когда суп настоялся, то есть наварился на кости говяжьей, либо там свиной, другой. Мясо у него первостепенно. Есть такое блюдо, называется буде, то есть буде-чиге. То есть нам известно чиге, как мы часто встречали. Буде-чиге можно перевести как военная база. После окончания Второй мировой войны в Корее был голод, и местные начали использовать продукты с американских военных баз. Так и родился буде-чиге, суп на остром бульоне, что соответствует Корее, с сосисками, внезапно, ветчиной, тофу, грибами, кимчи, конечно, и лапшой быстрого приготовления. Сверху еще посыпали рисом, колбасками, то есть токами и сыром. Солотан – одно из самых знаковых корейских блюд. Одни говорят, что он появился в эпоху Чосон, а другие говорят, что еще во времена Корё корейцы позаимствовали этот рецепт у монголов. Оттенок бульона варьируется в зависимости от региона, где его готовят, но чаще всего он такой молочно-белый. Такой цвет получается после долгого вываривания говяжьих костей, обычно от пару часов до целого дня. Суп с говядиной подают с рисом, солью, перцем черным, кимчи, или, как в нашем случае, еще и блинчиком из кимчи. Чаще всего его едят зимой, и да, по сути он похож на горячий холодец. Давайте поговорим про корейское мясо. В Корее почти на каждом шагу есть ресторан с барбекю. Там можно заказать маринованную свинину, говядину, курицу и даже приготовить самостоятельно на решетке для гриля. Он у вас будет прям в столе встроен. И такая вытяжка сверху. Я думаю, вы это явно видели в дорамах. Не забывайте, что когда вы пожарили мясо, эти готовые кусочки вы оборачиваете в лист салата и добавляете туда разные гарниры, также рис и соуса. И если, например, у вас кончился салат, такое бывает, просто попросите его еще или сходите сами. Видов заготовок для барбекю в Корее около 30 видов. Они отличаются видом мяса, маринадом, нарезкой и специями. Например, мое любимое это пулькоги. Мое любимое место это на Синчоне. Там пулькоги на 4-м этаже. Просто поднимаетесь на 4-й этаж. Ман вон, 10 тысяч вон. И, пожалуйста, вкуснейшие пулькоги из корейской хан, то есть говядины А-класса. Пальчики оближешь. Еще блюдо, которое считают, что стоит попробовать в Корее, это кальмигисаль, то есть барбекю из свинины. В отличие от популярнейшего самгёпсаля, его все знают, все пробовали, ничего тут необычного нету. Это мясо будет краснее и по вкусу оно напоминает больше говядину, которую просто обожают корейцы. Кстати, говядина это топчик в Корее. Еще вот одна особенность этого блюда это такой омлет в ободке гриля. Наверняка вы видели или слышали блюдо кальби. Не кальби-тан, из него супчик тан, да, делается, а именно кальби. Это барбекю из говяжьих ребрышек. А вот так кальби это барбекю из куриных ребрышек. Чаще всего это блюдо готовят и подают в такой широкой чугунной сковороде. Кроме куриного мяса туда добавляют капусту, рисовые колбаски, то есть токи, острую соевую пасту, лук, соевый соус, сладкий картофель, Корея без сладкого картофеля, как же так? Ну и другие овощи, а еще иногда сыр. Если вдруг вы находитесь в другом районе Сеула или, допустим, Кореи, и, честно говоря, ехать до Хонды вам далековато или до моего Синчона, то есть классные другие способы. Но для этого было бы знать корейский важно, но вдруг. Смотрите, скачивайте карту Naver, самая популярная карта в Корее, либо даже Kakao Map, и вбиваете там, например, кальби матчип, то есть самые вкусные места, где есть кальби. Он вам покажет на карте ближайшие с рейтингами. Это карты корейские, потом корейцы их постоянно обновляют, ставят свои рейтинги, описания, теги. Поэтому вы можете реально оценить самые популярные места или нет. Также второй лайфхак. Если вы пришли в заведение, а особенно в популярное время, то есть вторая половина дня, вечер какой-нибудь, и там нет никого, или почти нет людей, не надо, не идите туда кушать. Идите там, где их много, где очереди. Эта очередь не просто так, там очень вкусно. Теперь поговорим про лапшу. У многих людей вся азиатская кухня ассоциируется с лапшой. И, кстати, ей уже лапше около 4000 лет. В корейской кухне очень много видов с той самой лапши. Они отличаются типом муки, с которой лепится это тесто, и основными ингредиентами. Вот уже несколько лет в Корее топчик это пхеньян-нэммён, то есть холодная лапша из Пхеньяна. Когда не так давно приезжал руководитель Северной Кореи в Южную Корею, то он привозил с собой как раз таки свой знаменитый пхеньянчик. И, не так давно, уже лет 5, наверное, прошло, но все же.
Поэтому сейчас во многих ресторанах можно встретить это блюдо. Вообще, в эпоху Чосон, когда только появился нэнмён, то есть холодная лапша, его ели на тонче, то есть зимой. Холодную лапшу зимой, да, летом здесь это обычно горячие блюда. Так вы быстрее вспотеваете, и вам становится комфортнее на улице. Просто дело в том, что белую редьку, которая входит в состав этого блюда, ели как раз таки зимой. Есть очень много разновидностей нэнмёна, но основных две, и обе из северной части некогда единой Кореи. Пхенянскую версию готовят из гречневой лапши, ломтики говядины, овощи и охлажденный говяжий бульон. Чаджамён, моя любимая охлажденная лапша. Она напрямую связана в Корее с черным днем, так как это черная лапша. В Корее празднуют 2 дня влюбленных. 14 февраля, когда девушки дарят подарки своим парням, влюбленным, а 14 марта, наоборот, когда парни дарят подарки своим девушкам. А для одиночек есть собственный праздник, это 14 апреля, когда они одевают черную одежду и едят чхаджамён, то есть черную лапшу. Соус, который добавляют к лапше из пшеничной муки, делают на основе черной бобовой пасты, свинины, кабачков, картофеля, лука и кунжутного масла. Это очень вкусное блюдо, поэтому я вам советую его попробовать. Если не в Корее, то хотя бы купите, как у нас пачка, следуйте по инструкции, приготовьте дома. Вкусняшка! Следующий наш топчик — это манду. Манду — это корейские пельмешки. Существует огромный выбор начинок для манду, и готовить их также можно разными способами и в формах. Основные два — это на пару или на гриле. Кимчи-манду, в отличие от классических манду, готовят с добавлением кимчи, то есть острой квашеной капусты. Такие манду делают и с мясом, и без мяса, а по форме они напоминают нам японские гёдза. Вообще основные ингредиенты для манду — это высушенный тофу, фунчоза, кимчи, лук и чеснок. Также я хочу вам посоветовать попробовать королевский манду, то есть ван манду. Ван — это король по-корейски. Обычно у него начинка — это свиной или говяжий фарш. Иногда бывает и то, и другое вместе. Лук-порей, зеленый лук, соевый соус и иногда тофу. Так вот, его особенность не внутри, а снаружи. Ван манду готовят на пару. И получается из него нечто среднее между большой круглой пельмешкой или сдобной булочкой. Когда путешественники или блогеры говорят о корейской кухне, мало кто упоминает десерты. Поэтому давайте поговорим про сладенькое. И это реально странно, потому что в Корее выбор просто велик. Конечно, кроме обычных пирожен из кофейной булочных, на сладкое корейцы едят рисовые пирожки с разными начинками. Называются они сонпён. Также они едят печенье из рисовой муки, тащик, орешки из орехов и сладкой бобовой пасты, ходукладя и многое другое. Топовый десерт, который я вам советую попробовать, желательно не зимой, это бинсу. Он помогает нам пережить жаркое влажное корейское лето. Его название бинсу, пад бинсу, переводится как ледяная стружка с пастой из красных бобов. Рецепт у него очень простой, но не пытайтесь повторить его дома. Яква или лекарственная сладость, если попытаться перевести, традиционно подавали во время религиозных церемоний, свадеб и корейского дня благодарения. Но сегодня, слава богу, ее можно есть в любое время, дня и ночи, когда захочется. Конечно, домашняя эта сладость из медика отличается от покупной и формой, и текстурой. Хотя рецепт практически одинаковый. Вы можете поискать, как именно кафешки с ним, либо просто купить его в пенеджаме, либо пэкхваджаме, то есть в продуктовых магазинах круглосуточных и больших. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поставьте ваш лайк под ним. И также напишите в комментариях, какое корейское блюдо вы любите больше всего. Или хотели бы попробовать, если вы все еще не ели. Хотя вряд ли вы не ели корейское блюдо. Чокопай рамен — это тоже корейская еда. Так что, скорее всего, вы уже знаток корейской пищи. 안녕히 계세요.